Вы должны понимать, что это не просто конденсат, это яд. Я производителям постоянно об этом говорю, но скажу так, не слышат они меня, не слышат, к сожалению. Но эта вот прочистка, она должна смотреть не ровно, не вниз, а немножко вверх. Ну, заказчик попросил как для себя, а я именно сделал бы вот этот объект, так же бы себе сделал. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале CommentBuy. Честно, я не планировал снимать видео, хотел сделать уже, когда картинка будет, когда уже будет установлен камин, когда уже отделка, будет вся покраска, и здесь будет уже жилое помещение. Но нет, все-таки решил показать вам видео, потому что есть детали, есть вопросы, с которыми вы можете столкнуться, и которые надо решать на стадии проектирования. А ко мне обратился один из дизайнеров, который работает в Беларуси. Говорит: Дмитрий, подъедь, посмотри, куда можно поставить камин и как сделать дымоход. Место для установки было следующее. Вот оно. Здесь буквально стена 40 сантиметров, каминная топка, которую выбрал заказчик, угловая была. Угол обзора был примерно 90 градусов, даже больше. И чтобы это было видно вот с дальнего угла кухни. То есть вот должен быть такой обзор. Здесь предполагалось, что будет у нас диванчик будет стоять. Расположение уже было. Уже все было для подготовки. Но столкнулся с следующей проблемой. Из-за того, что у нас вот это вот центр дома, вот это ровно центр дома, мы выходим на низу ската кровли. Не самый лучший вариант. Такие элементы, которые, скажу так, если есть возможность, то лучше обходить стороной. Почему? Потому что режется гидроизоляция, убирается утеплитель, пароизоляция, крыша керамическая, у нее тоже очень много особенностей. Из-за того, что внизу ската нам надо поднимать высоко дымоход. Самое минимальное место в стропильной системе это 40 сантиметров. То есть у нас еще был подъем со смещением. И сейчас я вам буду рассказывать про дымоход, который был реально по проекту и который был правильный. Который был дымоход не сам правильно, а место установки было правильно. А место установки камина, вот оно. И мне нравится вот на объектах, когда открываешь входную дверь, ровненько за вами, там входная дверь. И когда заходишь, здесь установлен камин, четко просто. Плюс здесь обзор закрывает сразу с комнаты отдыха, зала и плюс кухня. То есть отовсюду камин виден. Но с точки зрения эксплуатации, с точки зрения эстетики, красоты и дизайна, это круто. А теперь о деталях, с которыми столкнулся я, и с проблемами, с которыми столкнулся я, о которых буду вам рассказывать. Смотрите, что получается. Я вам сейчас фотографию оставлю. Изначально установлена кирпичная кладка в 5 кирпичей, но вывели ее хулиганы. Верхние точки. Когда выводят вот на уровне там 2,5-2,6 метров, просто канал оставляют. А потом, как считают строители, что просто поставить угол 45 градусов, а в худшем случае угол 90 градусов и выйти из шахты, это вот так. Нет. И если вы следите, смотрите за моими видео, если зашли случайно на видео, подписывайтесь на мой канал, я буду рассказывать о таких вот деталях сейчас, потому что, говорю, каждый третий объект это переделка. И я не хочу, чтобы делали ошибки, вы должны понимать, что мне это не в кайф. У нас здесь будет стоять топка, брендовая топка компании Hochster, у нее вверху вермикулитовая плита стоит. И я не могу просто сделать дымоход насадной, и неважно, под 45 градусов, даже если я его сделаю и шахты выведу, то весь конденсат, который будет течь по дымоходу внутри, а он у вас по-любому будет, вопрос только стоит в следующем, дотечет он у вас до топки или нет, и в худшем случае, если он у вас дотекает, то все начинает впитываться, там вверху отбойник стоит, металл стоит, а потом внутри под металлом еще вермикулит. И вот если в этот вермикулит будет затекать конденсат, то при нагреве, то есть вермикулит он впитывает в себя этот конденсат, и при нагреве будут у вас неприятные запахи. Ну и, конечно, срок эксплуатации верхней плиты отбойной, он, конечно, уменьшается, но по-любому, потому что вода попадает, она не должна туда попадать, плюс нагрев, плюс остывание, плюс нагрев, в итоге вы меняете верхнюю часть. Слава Богу, это все заменяется, слава Богу. Поэтому, что я вам советую? Конечно, это
полностью шахту делать открытой с нуля. Вы можете ее заложить, потому что не знаете, может быть здесь вообще камина бы не было, не пришли бы к нему. Может, передумали бы. Делаете полностью открытую шахту с нуля. И чтобы весь конденсат, который образовывается у вас в дымоходе, он весь стекал вниз. Это очень необходимо, это важно для того, чтобы продлить срок службы, конечно, вашего камина. Но здесь даже вопрос не в камине, а для того, чтобы вам было комфортно, и чтобы у вас не были неприятные запахи, которые выделяются в процессе горения. То есть это, как правило, сначала эта растопка, идет конденсат, и в конце, когда уже пламя затухает, тоже идет конденсат. Вы должны понимать, что это не просто конденсат, это яд, который течет вам в топку. И я с такими моделями, когда вот ко мне обращаются люди, говорю, это дизайнер, да, который знает, что если я не сделаю на этом объекте хорошо и качественно работу, если к нему рекламации пойдут от клиентов, с которыми он работает, то он мне в следующий раз работу не даст. Это нормальная ситуация, я бы тоже самое бы так сделал. Поэтому я говорю, по-любому я здесь буду делать тройник, и по-любому здесь я буду конденсат отправлять вниз, в нижнюю точку, и, конечно, здесь будет прочистка. И столкнулся со следующим вопросом. С проблемой, с которой я столкнулся, это то, что мне сразу поставил прораб условия: углы не сбивать. Крути, Зима, как хочешь, углы остаются. При этом он предложил мне выпустить здесь угол 90 градусов, либо 45 градусов из стенки и уйти в это вот место. Топка у нас будет стоять вот здесь. То есть вот как она стоит, мы просто ее сместим сюда, вот в это место. Ну, дальше с каминщиками, которыми я сейчас работаю, с которыми согласовываю все вот эти вот моменты, потому что деталей целая куча повылезала, мы ее установим. И что он предложил? Он предложил выпустить вот сюда угол, завести сюда и потом змейкой спустить вниз. Но с его стороны да, потому что он понимает, что кладку сделано некорректно, можно сказать неправильно, но говорит дизайнер, нет, так нельзя, потому что дизайнер преследует свои задачи. У него надо уменьшить этот короб, то есть он не может у него выйти от этой стенки на 20 сантиметров плюс короб на 35 сантиметров примерно. Не может так быть. Ну и соответственно здесь, конечно, я попадаю на эксклюзивы чистой воды. Потому что нам надо сделать, если вы должны понимать, стандартные элементы, они, как правило, идут на широкую сторону выходы. Тройники на широкую сторону, углы на широкую сторону. Но те, кто уже давно в этой теме, кто занимается дымоходами, те знают, что есть углы там под 45, под 90 градусов на узкую сторону. Один тройник, который я установил, это вот подключение идет. Он смотрит у нас вниз, под 67 градусов. А вот этот тройник идет прочистной. Внизу поставил я сборник конденсата, он заглушается. Он вам не нужен. Не выводите его в канализацию, забудьте. То количество конденсата, которое будет внутри дымохода, оно будет выветриваться, испаряться. Это не газовый котел. И даже если вы после первой прочистки дымохода здесь прочистите его, то эти все штуцера, они забиваются. Это я вам говорю из практики. Вот если вы готовы 50-й трубой сделать канализацию, вывести, тогда можете. Но вы столкнетесь с другими проблемами. Не в этом видео, конечно, ухожу в сторону, друзья. Смотрите, у нас получается здесь под 45 градусов, а вот в этом месте, если мы проведем плоскость, у нас еще идет одна стена. И что у нас получается? Вот мы вышли, а дальше я не могу просто, изначально как я планировал, выйду и отсюда спущу вниз. И планировал не 67 градусов, а 45 градусов тройник. Но этот тройник ограниченный, честно, не люблю с ним очень работать. И производители, если смотрят, то давайте, друзья, делать стандартный угол не 45 градусов, а 67 градусов. С ним легче работать, с ним лучше работать. Для тяги это лучше, чем 90, но может быть хуже, чем 45. Но вы должны понимать, что 45 угол вы не всегда поставите. И я в своем случае тоже здесь его не смог ставить, поэтому я заказал 67 градусов. Вот труба, вот про что я вам говорю. И вот я змейкой двумя ушел 45 градусниками. 45 градусов, они сделаны на узкую сторону. И на что я сейчас обращаю внимание, это на то, чтобы сборка собиралась сегментов вот этих, только по конденсату. По конденсату здесь вот развальцовка идет наружу, и вот этот сегмент вставляется вовнутрь. А для чего я это делаю? Для того, чтобы вы потом снова уже не звонили мне и не говорили, что у нас идет запах неприятный. Потому что из этих сегментов вытекает конденсат. У меня, кстати, есть одно видео, оно не обработано, года полтора назад я делал.
размещу его, не знаю, там такое качество нехорошее, поэтому я с ним затормозил. Но там чисто вот показано, как не надо делать, из-за чего появляется конденсат на утепленном дымоходе, там все было в потеках. Поэтому вот если вы делаете скрытые работы, если у вас это все зашивается, то не рискуйте, друзья, особенно это монтажников касается, не рискуйте, выводите, только смотрите на сегменты, чтобы они собраны были по конденсату. Я производителям постоянно об этом говорю, но скажу так, не слышат они меня, не слышат, к сожалению. Но ничего, придет время, когда к ним будут обращаться клиенты, когда им будут писать жалобы, когда отрицательные отзывы будут давать, они услышат. Это все, друзья, дело времени. Ну и вот про что я вам говорил, что прочистка по-любому должна быть. Но здесь единственное место для прочистки, это вот. И стена, про которую я говорил, почему я должен быть смещение делать. Вот эта вот стена, из-за чего я делаю смещение в сторону. Но, к сожалению, по-другому никак. Здесь в дальнейшем поставится люк-невидимка, закроется, и хотя бы раз в год клиент будет ее открывать. Конечно, лучше 2 раза в год, для того, чтобы посмотреть дымоход, но раз в год вы должны по-любому чистить. Ну вот, используйте отопительное оборудование, кратковременный нагрев. Я не про постоянно говорю, здесь есть еще газовое отопление. Чистите дымоход, для вас это будет лучше. И сейчас еще об одном секрете с вами поделюсь, с которыми я столкнулся года 3 назад. Это когда из такой вот заглушки потек конденсат, и потек он вот отсюда, с нижней точки. К сожалению, не передает видеокамера, я не могу ее поставить, но я вам объясню. Вот эта вот прочистка, она должна смотреть не ровно, не вниз, а немножко вверх. Это позволяет конденсату не стекать вниз по вот этой вот плоскости. Это из таких моментов, которые, друзья, я решил, что надо с вами делиться, потому что, не дай бог, если вы сделаете, либо заказчик сделает, либо как монтажник сделает, и потом к вам будут звонить, вам будет очень неприятно. На эту сторону, здесь, так как у нас канал 140 мм, я не мог вывести здесь 200 диаметра дымоход. И в итоге я вышел на овал. Вот овальный дымоход 120 на 230. В дальнейшем здесь из-за того, что у нас топка придвигается вот сюда к стенке, я знаю, что будет еще реально много проблем, о которых я вам не могу показать, потому что топка не установлена. Ну, конечно, я запущу этот объект, запущу камин. Проблема в следующем, что здесь у нас переход должен быть овальный на круг. Он имеет определенную длину. Вот как выглядит этот переход. Смотрите, самое легко мне было бы сделать, когда просто здесь ставится круглого диаметра дымоход, труба, да, круглого диаметра, а здесь сразу идет без вот этих вот переходов плавных, мы переходим на овал. Но это легче. Вы должны понимать, что когда вы таким образом делаете дымоход, то у вас вот здесь образуются карманы. Эти карманы могут отрицательно влиять на работу каминной топки. Ну и, конечно, я попросил, чтобы мне сделали максимально короткий переход, и чтобы сделали вот такой переход. То есть здесь, чтобы дым уходил плавно, чтобы здесь никаких карманов не было. Это, друзья, детали, но от таких вот деталей и мелочей складывается в дальнейшем работа камина. Поэтому здесь я по 90 градусов можно было бы сделать, но я отказался, потому что я знаю, что лучше здесь уйти под наклоном, здесь высота там в районе 8 метров, 7-8 метров, плюс эти смещения все, которые могут сказываться, нехорошо для камина, а точнее некорректная работа может быть. Поэтому я делаю так, чтобы обезопасить в первую очередь себя и свою работу. Для того, чтобы клиент здесь потом получал удовольствие, грелся, чтобы ему этот камин приносил тепло. Вот для чего я работаю. И, конечно, здесь по дымоходу, здесь используется нержавеющий дымоход, овал 120 на 230 и IC 304 толщиной металла 1 мм. Ну да. Заказчик попросил как для себя, а я именно сделал бы вот этот объект, также бы себе сделал, для себя, именно с таких материалов. Только бы я проследил за то, чтобы мне шахту поставили с нуля, чтобы не были мы ограничены. Но об этом еще не все, сейчас еще расскажу вам с вопросами. Так как камин у нас идет эффективный, дрова у него будут сгорать эффективно, в нем должна стоять подача воздуха в камеру сгорания. Это обязательно. Почему? Потому что камин будет брать необходимое количество воздуха, которое необходимо именно для горения. А воздух откуда я могу взять? То есть с этой стенки я не могу воздух взять, отсюда тоже не могу взять воздух, потому что здесь, по интерьеру, по дизайну это никак не вписывается. И остается что? Остается следующее. Кирпичная кладка, которая здесь 600 мм плюс керамзит, и мы целый метр алмазкой сверлимся в ту сторону.
При этом здесь еще коммуникация электрика, провод шел, пришлось его выдергивать для того, чтобы не нарушить. Потом, не знаю, либо я его вставлю, либо электрики приедут, ставят. Но дальше здесь будет идти труба с сибитековским клапаном. Это герметичный клапан. И, друзья, вы можете, там у вас могут предлагать польские клапаны, не берите их. Я не знаю по этому видео, покажу ли я вам, потому что нету времени для съемок. Я вообще не планировал снимать вот этот объект, но много очень деталей. Подпишитесь на мой канал в Инстаграм, я вам покажу, как выглядят классные сибитековские клапаны для подачи воздуха. Герметичные, и которые стоят много-много лет, и с которыми проблема у вас там просто теоретически не может быть. Там процент того, что у вас заклинит где-то тросик, сведен к минимуму. И плюс, каминная топка смещается в сторону. Если у нас кирпичная кладка вот в этом месте, то вы видите, что осевое смещение где-то от центра еще на 7 сантиметров. Потому что по дизайну топка должна заходить вот в эту плоскость. Вот от этих всех моментов можно было уйти. Легко. То есть не делать эксклюзивы никакие, не делать вот эти смещения. Если бы кирпичная кладка была сделана с нуля, то есть был канал. У него еще помимо верхнего подключения есть заднее подключение. Если было бы здесь вопрос, можно было бы заднее подключение делать, ну здесь просто сейчас мусор, просто шла бы кирпичная шахта, я бы сделал бы аккуратненько вот такое отверстие, загильзовал бы трубу, вот этого бы не было. Вы должны понимать, что это тоже стоит денег, работы. И здесь бы, может быть, даже под 45 градусов я был бы сделал резко, я бы его вошел бы, и здесь бы загнул бы в сторону. То есть прямой участки под 45 градусов и пошли вверх, и все. А здесь бы аккуратно зашилось. То есть у меня для маневра были бы разные варианты, я бы не был бы ограничен. Плюс прочистка у нас была бы не вот на уровне там 1,70 м, а я бы ее вниз спустил. Ну, вернее, даже не вниз, а вот на вот эту вот, там, 40 сантиметров бы от пола было бы. Почему 40 сантиметров от пола? Потому что я бы легко бы воздушку бы туда, там, 30 сантиметров буквально мне не хватило бы, чтобы дойти до того, чтобы клапан вытянуть на улицу в ту сторону. А вот с этими вариантами, когда оставляют, поднимают там на 2,5 метров, и потом окошечко маленькое оставляют для того, чтобы выйти под 45 градусов, в лучшем случае, а в худшем случае под 90. Почему худший случай под 90? Потому что там образовывается такой карман, где собирается постоянно сажа. Ну и плюс для тяги это, конечно, нехорошо, такие два перехода. Поэтому думайте, прежде чем что-то сделать. Это, друзья, не дай бог, потому что вот здесь вот сейчас, посмотрите, сколько грязи. Все, всем хорошего настроения, монтируйте дымоходы правильно. Не знаете, как правильно, подписывайтесь на мой канал. Не стесняемся, отвечаем на вопрос, который я задаю в верхнем правом углу. Всем хорошего настроения, с вами был Дмитрий Михайлов, Комментбай. До новых встреч, пока.